22 апреля 1974 года авиалайнер Boeing 707-300 авиакомпании Pan American выполнял регулярный межконтинентальный рейс Pan American 812 по маршруту Гонконг-Денпассер-Сидней. На борту лайнера находились 96 пассажиров и 11 членов экипажа. Boeing 707 выполнял регулярный межконтинентальный пассажирский рейс из Сиднея в Гонконг с промежуточной посадкой в Денпассере, где происходила смена экипажа. Полет прошел без замечаний, и авиалайнер благополучно приземлился в Гонконге. Здесь самолет прошел техобслуживание, в ходе которого был подготовлен для выполнения обратного рейса 812 в Сидней, также с промежуточной посадкой в Денпассере. Расчетная продолжительность полета составляла 4 часа 23 минуты. В 18 часов 8 минут рейс Pan American 812 вылетел из Гонконга. После набора высоты лайнер занял сперва высоту 10 050 метров, а затем 10 650 метров, на которой следовал уже до Денпассера. Полет проходил в зоне ответственности Центра управления воздушным движением Джакарты. В 21 час 28 минут авиадиспетчер в Джакарте дал указание снижаться до высоты 8550 метров. В 22 часа 6 минут экипаж рейса 812 перешел на связь с башней аэропорта Бали и получил указание переходить на связь с Бали Контроль. В 22 часа 8 минут пилоты связались с Бали Контроль и сообщили уточненное время прибытия 22 часа 27 минут. После чего авиадиспетчер в свою очередь дал разрешение снижаться до высоты 3050 метров. В 22 часа 9 минут с борта самолета запросили, какая полоса используется, на что им ответили, что посадка будет выполняться на взлетно-посадочную полосу номер 9. Еще при следовании на высоте 3650 метров пилоты заметили, что стрелка на одном из радиокомпасов повернулась. Поэтому в 22 часа 19 минут они доложили о достижении начала разворота со снижением, на что получили указание переходить на связь с башней аэропорта Бали. Через 25 секунд пилотами рейса 812 была установлена связь с башней аэропорта и доложено о выполнении снижения и сделан запрос на более низкую высоту. Авиадиспетчер разрешил снижение и занятие высоты 760 метров. В 22 часа 23 минуты с борта самолета доложили о занятии высоты 760 метров, на что было получено указание продолжать заход и сообщить об установлении визуального контакта со взлетно-посадочной полосой. В 22 часа 26 минут командир спросил у авиадиспетчера: «Башня, какая у вас видимость сейчас?» Это, вероятно, было последнее радиосообщение с борта рейса Pan American 812. Однако, согласно записям радиопереговоров, на диспетчерской вышке аэропорта рейс не услышали. В свою очередь, авиадиспетчер пытался вызвать рейс Pan American 812, запрашивая несколько раз, но пилоты на вызовы уже не отвечали. Лайнер следовал на высоте 760 метров. Пилоты неожиданно увидели перед собой горы и попытались набрать высоту и уклониться от склона горы. Но в 22 часа 26 минут в 68 километрах северо-западнее аэропорта Денпассер и на высоте около 900 метров находившийся в правом крене рейс Pan American 812 врезался в покрытый лесом склон горы высотой 1200 метров. Первой в деревья врезалась правая плоскость крыла, после чего через 50 метров от точки первого удара авиалайнер промчался между двух толстых деревьев, при этом лишившись и правой плоскости крыла. Левая плоскость ударилась о землю и также оторвалась. Лишившись обеих плоскостей, лайнер опрокинулся и рухнул на землю, полностью разрушился и загорелся. Все 107 человек на его борту погибли. На тот момент это была крупнейшая авиакатастрофа в Индонезии. Также остается крупнейшей авиакатастрофой в истории острова Бали. Расследованием причин катастрофы рейса 812 занялась комиссия Министерства транспорта Индонезии. Изучение обломков показало, что до удара о землю разрушения конструкции самолета не было. Не было найдено никаких доказательств, что в полете произошел сбой в работе двигателей или их разрушение. Пожара до столкновения с горой на борту не было. Комиссия вообще не смогла найти доказательств,
что до момента катастрофы на борту рейса 812 были неисправности, которые делали полет невозможным. Согласно данным речевого самописца, радиопереговоры с Землей осуществлял командир, у которого при этом были некоторые проблемы с установлением связи с Центром управления воздушным движением Джакарты. Затем в 22 часа 6 минут была установлена связь с башней аэропорта Бали и получено указание переходить на связь с Бали-Контроль, так как лайнер находился в ее зоне ответственности. Экипаж подтвердил получение информации, а связь с Землей теперь была нормальной. В ходе расследования комиссия пришла к мнению, что экипаж хотел побыстрее подойти к аэропорту, поэтому было решено выполнить правый доворот пораньше и на курс 263 градуса. Недостатком такого варианта являлось то, что в этом случае невозможно было точно определить свое местонахождение относительно траектории полета. Поэтому требовалось подтверждение от автоматического радиокомпаса о приближении к ОПРС. Когда стрелка первого радиокомпаса качнулась, экипаж сразу же начал выполнять доворот со снижением. Но по данным параметрического самописца, этот доворот был выполнен в 55 километрах севернее радиомаяка. Затем было несколько попыток восстановить нормальное показание радиомаяка, однако это оказалось невозможным, так как между авиалайнером и аэропортом теперь находился горный хребет, сыгравший роль экрана. Тем не менее, заход на посадку все же был продолжен, пока лайнер не столкнулся с горой. Комиссия Министерства транспорта Индонезии, проводившая расследование причин катастрофы рейса Pan American 812, пришла к заключению, что вероятной причиной катастрофы стал преждевременный правый доворот на курс 263 градуса со снижением, который экипаж начал выполнять, руководствуясь показаниями только одного автоматического радиокомпаса, тогда как второй радиокомпас продолжал оставаться в устойчивом состоянии.